И снова всем здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала Семёныч. Посмотрите, какая у нас сегодня погода. Не погода, а просто подарок. Солнышко светит ясно, на небе практически не облачко. Слегка дует такой ветерок юго-западный, западный. Президент нас всех распустил на самоизоляцию, на каникулы. Ну и почему бы не воспользоваться этим моментом и провести эту самоизоляцию на природе, где-нибудь на водоеме. Что я, как говорится, и сделал. Приехал вот снова один на рыбалочку. Сейчас спустим шлюпку на воду. У нас снова передают буквально через 2-3 дня морозы. Вот как видите, уже наледь есть на проточной воде по берегам. Сейчас ехал, стоячая вода, вообще уже замерзшие озера, где мелководье. На больших-то озерах, где много воды, еще льда, конечно, не будет, там волна все будет разбивать. Ну, в общем, сейчас все, спускаем нашу шлюпку на воду, ну и встретимся уже на воде. Спустили мы нашу шлюпку на воду, решил прицепе не поднимать, так как колеса, ступицы, колеса немного в воде, а ступицы наружу, так что все нормально, пускай он так стоит, легче будет заезжать потом. Мотор уже прогревается. Так. Прогрелся, скорее всего. Ну и все, едем. Так что смотрим, не переключаемся. Начинается все самое интересное. Лепота, душа поет. Денек сегодня вообще классный прям. Еще бы рыбки нам добыть. С ведерка хотя бы. 15-литровые. Как раз на засолочку бы хватило. Прилюбовал я, в общем, вот такое вот место. Вроде как затишок небольшенький. Вот, решил попробовать пока порыбачить на подъемник. Может быть, что-то и получится. Сейчас соберем подъемник, соберем шест. Как видите, вот он у меня какой. Всего лишь навсего. Покупал я его в Питере у Григория Викторовича. Я вперед уже им рыбачил. Так что некоторые видели. Кому понравился данный шест, оставлю ссылочку ниже под видео на магазин. Вот все. Шест готов. 3 метра. Не хватит, еще добавим. Ну и все, сейчас собираем подъемничек наш. Паучок. И чая здесь 38 миллиметров. Так что о том писать, что я ловлю мелкую рыбу, не надо. Она у меня вся практически уходит. Которая не уходит, и считаем, что она мелкая, мы ее отпускаем. Ну все, сейчас соберем. Встретимся уже на подъеме, в общем, или на забросе. Ну вот и все. Паучок я собрал. И пробуем закидывать. О, вполне хватает. Ждем 2-3 минуты и поднимаем. Не, ну погода сегодня вообще класс. Прям шикардос. У нас в этом году практически бабьего лета и не было. С недельку, может быть, погодка постояла и все. Потом опять дожди, ветра. Поэтому как-то так вот происходило эту осень. Баркас удобный.
Хочешь стоя, хочешь сидя, хочешь по левую, хочешь по правую сторону рыбачишь. Что, попробуем поднять? Плохо начали, хорошо закончим. Вообще я хочу на этой лодке с помощью этого шеста сделать вот здесь вот такое своего рода приспособление, чтобы шест у меня упирался в него, и я через блочок поднимал подъемник. Ну, паучок я, может быть, специально сделаю уже, может, либо этот 1,70 м оставлю, либо 2 на 2 свяжу. И все. Здесь мы уже по левой стороне вот 5 раз поднял, по правой стороне тоже поднял 5 раз. Сейчас 5-й будет. Но рыбки, к сожалению, пока нету. Сейчас переплывем в другое место. О, 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 о. Вот он, вот он, вот он, первый у нас карась. Шикардос. Нет, пока, значит, не поплывем. Карась да карась. Обалдеть. Классный. И видели, как подъемник пошел из-под кустов где-то аж. Рыба вся в кустах. Значит, еще тогда постоим. Может быть, после нашего приезда только успокоилось все. Класс. Начало есть. Давно искал такой шест, но найти не мог. А потом в интернете случайно наткнулся на него. До того мне понравился. Компактный очень. Легкий. В общем, всех прелестей, которые у меня устраивают, не описать. Рыбачу я таким подъемником практически круглый год. Я имею в виду ячей 38 мм. Весь крупняк остается, мелкая рыба убегает. Ну, есть у меня, конечно же, и меленькие, но они и по размеру маленькие. На окунька, на чебачка. А так он мне всем устраивает. Кто давно подписан на канал, видели. Увы, нету. Когда рыбка есть, ее сразу видать. Еще пару раз поднимем и будем переплывать. Ну все, переплываем. Где-нибудь вот здесь вот порыбалим. Сейчас заикаримся. Привяжемся. И все. Все, достаточно будет. Может, здесь удача улыбнет получше. Вот так вот. Там даже, по-моему, поглубже было. Ну все, ждем. О, о, о. Вот он и карасик. Первый подъем и первый карась. Это хорошо.
Но мы, наверное, его, уважаемые зрители, с вашего позволения отпустим. Так как видите, этот вон какой, а этот вот всего лишь навсего какой. Пускай он растет так же. Кого здесь ему? Ни о чем. Плыви, дружище. Попер как. Красиво, да? И на глубину. А мы, наверное, пока наши снасти уйдят, попьем чайку. Душу немного согреем. Хоть она у нас и так разогрета, но тем не менее. В последнее время стал побольше термос брать. Так как пьешь часто. Как-никак холодно на улице. Это пока еще сейчас нормально, так более или менее. Или сюда его поставить, да пускай стоит. Место есть. Горячеватый. Пока давайте еще разок поднимем. Увы, нет пока. Подъезжали сейчас рыбаки. Общались. Домой поехали. Ничего, говорит, не ловится. Может, и на самом деле нет. Может, только сейчас, буквально какие-то 20 минут только рыбачим. Говорит, на жаре его поймали и все. Ну, тем не менее, результат. А у нас тоже вот как первый был. И больше ничего пока. Поди всем тем рассказал, что не плывите. Там дядька с подъемником. Так, чуть поглубже там. Показалось, как что-то было. Туда неудобно таскать. А здесь помельче, чем там. Там своего рода как низинка какая-то, ямочка. Прям на сантиметров 15-20. Решил я переплыть в другое место. Ну и попробовать с плавом. Если меня сильно, конечно, гнать не будет. Что я сильно сомневаюсь. Сейчас как погонит по ветру, не буду успевать забрасывать подъемник. Но я как полагаю, надо ближе к кустам держаться. Это однозначно. На глубине, наверное, вряд ли что-то будет. Да мне, наверное, этого не хватит. Веревки. Ого-го-го-го. Вот это да. Веревка-то, конечно же, есть. Нет, это не рыбалка. Будем вот вдоль кустиков идти. Стараться. Все, погнало нас. Сильно-сильно быстро. Уже поднимать надо. Он и постоять не успел.
Нет, все это фигня, надо привязываться куда-то. Переехали мы на 3-е место. А нету. Печально. Глубина хорошая, позволяет. Пусто и пусто. Не только у мужиков, значит, не ловится, но и у меня тоже. Они с самого утра были. 9 часов, говорит, приехали, а я считаю практически в 12. Надо, наверное, за поворот немного спрятаться, чтобы ветер не так дул. Ну что, поднимем первый раз на новом месте. Нету. Сразу чувствуется, что нет. Когда он есть, то он есть. Но глубина здесь хорошая, приличная. Под 3 метра точно. И к бабке не ходи. Сегодня, если по-честному, уже сбился со счета, сколько мест сменил. И все нигде нету, и нету, и нету. Найдем мы его сегодня или не найдем, Бог его знает. Приплыл вот такой вот закуточек здесь. Ветер тоже уже одолел. Ну, посмотрим здесь. Сейчас еще мы немного порыбачим. Ну и все. Закинул сейчас, уважаемые зрители, подъемник. И какие-то стуки отдает. Такое ощущение, что кого-то накрыл. Какую-то рыбу. Это, скорее всего, либо щука, либо этот судак. Одно из двух. Может, конечно, карась, но карась это махом уходит. Сейчас еще маленечко он что делает. Сейчас еще маленечко подождем, чтобы лучше заячеилось. И достанем помаленьку. Но если резко будем доставать, может отцепиться. Он что делает. Наверное, думаю, надо достать. Что-то идет. Обалдеть! Друзья! Щука попалась! Очуметь просто! Красавица речная попалась! Обалдеть! Ничего себе! Ну вот и в нашем полку прибыла. Наконец-то. Ё-моё. И в зубы нацепила. Вроде доставал не было. Так, поди через эту пробью. Да. Вот такая вот. Ну, грамм может быть 600-700, не больше. Шурагаечка. Ну, в сумку. Я здесь этому карасику водички налил, а то он, бедный, начал уже чуть было не сохнуть. Руки мерзнут. Решил одеть вот такие вот перчатки, у меня тоже есть, зимние. Руки не так хоть обжигает на ветру. А то те он вообще не одеть никак. Порыбачу здесь. Что будет, то будет.
Ну вот, уважаемые зрители, дождался я своих карасиков. Парочка попалась. Хотел попить чайку, но думаю, подниму. А тут вот они. Ну разве в таких перчатках быстро камеру включишь? Никак. Ну зато какие лопаточки попались. Он просто прелесть. Так. Итак. 1 к 1. Ну что могу сказать? Уже полноценная жареха есть. Дело к вечеру идет. Может что-то и изменится. Здесь глубоковато. Хорошо. Хоть и берег, но берег, наверное, здесь обрывистый. Сейчас попробуем вытащить. О, что-то есть. Оба-на, оба-на, обалдеть. Нифига себе, 3 штуки. 3 штуки аж, обалдеть. Очуметь просто. Вот это да. Нифига себе. Жабры все порвал. Вот это карась да карась. Всем карась. Ну что могу сказать. Дела наши помаленечку налаживаются. Рыбалим дальше. Вон льдинки даже плавают. Помаленечку. И даже этот, к вечеру, видать, холодать стало. Парить стало даже изо рта. Очень даже ничего. Думал, что-то есть. Здесь, скорее всего, узелок заскочил на эту. Ну что, попробуем вытащить. О! Еще один лопаточек из прямо с-под самого кустика. К вечеру, смотрите, немножко клев активизировался, ход рыбки. Или, может, с местом угадал. Кто его знает. Может, то и другое. Но уже могу с полной уверенностью сказать, что приехали мы не зря сегодня. Очень даже не зря. Не всегда коту масленица. Вот снова у нас удача, уважаемые зрители, снова у нас удача. К сожалению, не успел камеру включить. Поднимал то, что несколько раз. Впустую. Ну а здесь вот снова удача посетила нас. Ой, не накосячить бы. Лапти хорошие. Да ё-моё. Зацепилась так зацепилась. Да что вы, то пилами, то головами. Вот это да.
Поперла у меня жара в хату. Не сглазить бы. Что, попробуем вытащить? О, что-то есть, что-то есть, что-то есть. Вот он, лопаточек. Лопаточек. Радуйся им, как сазанам. А кого? На безрыбье и рак рыба. А нету. Когда есть, она сразу чувствуется. Карась, по-видимому, по самому дну идет. Ходит. То, что достаешь, он сразу чувствуется. Ну что, уважаемые зрители, скорее всего, будем завершать сегодняшнюю нашу рыбалку с вами. Так как солнышко, как видите, уже на закате практически подходит. Сейчас пока доедем, пока загрузимся, пока до дома доедем. Ну и сейчас, как обычно, традиционно, вернее, достаем 3 результативных раза. Не результативных. 3 подъема сделаем и все. А то так можно результата ждать до самого стемнения. И едем в сторону дома. И так наобщались с природой хорошо. Так что так вот. Первый раз нету. Подольше подождем в этот раз. Может, какой заплывет. Достаем второй раз. О, что-то есть, по-моему, что-то есть. Да, совершенно верно. Второй раз у нас результативный получился. Это хорошо. Это очень хорошо. Может, даже на хорошей ноте и этот закончим рыбалку нашу. Хотел еще сегодня сеточку покидать кастинговую, но, увы, не получится. Так как уже и поздно, грешным делом. И батарея у меня последняя на камеру. В прошлый раз рыбачил на кастинг. Она вроде бы и включалась, все, а звук шел, а видео хлопс в одном таком снимке, как фото. И все. Как бы не есть хорошо. И так порыбачили хорошо. Навигация, наверное, уже закончится. Мотор на хранение будем ставить на длительное зимнее. Так как я уже сказал, на следующей неделе у нас обещают до 15 градусов мороза. Там точно все скует. Ну, последний раз на сегодня. Нету. Ну что же, на этой печальной ноте мы и закончим нашу сегодняшнюю рыбалку. Собираемся, в общем, и едем в сторону машины. Приедем в сторону машины, я там вам весь улов свой обязательно покажу. Что и как у нас получилось сегодня добыть. Шест, кстати, как легко собирается, так и легко разбирается. Вот, хлопс. И все. Наш шест разобран. Третья у нас часть даже не понадобилась. На будущий год, дай бог, сделаю этот блочок. И будем как чинные люди рыбачить. Вот. Его и не видать. Ну все, ссылочку на него, как я уже сказал, оставлю ниже под видео. Зовут человека Григорий Викторович, живет в городе Санкт-Петербург.
Очень порядочный, общительный человек. Ну все, отвязываемся, заводимся и едем. Под вечер, может быть, совсем тихо станет. Или может просто мы в закутке таком, в изгибе реки. Красиво как. Наша машинка. На лонжементах уже сосульки висят. Как я уже сказал, морозец поддавляет. Поди не вмерзла, надеюсь. Ну все, грузимся. Представляете, уважаемые зрители, пока нашу шлюпку я доставал из воды на прицеп, все, пошел сейчас рыбку доставать, а она вон, гляньте, уже ледочек пошел, начал замерзать. По ходу дела сегодня уже мороз какой-нибудь будет хорошенький. Ну и так, как обещал, показываю вам, сколько добыл я рыбки сегодня. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12 штучек. 12 добыл карасей я. И вот такую вот одну великолепную щучку. Рыбалка я, как всегда, доволен. Даже бы, хоть пускай я не поймал бы, конечно, немного опечалился бы, но все равно рыбалкой был доволен был. Самим процессом. Сейчас традиционно пьем чайковского и едем в сторону дома. Шлюпка наша, скорее всего, в этом году уже на воду не попадет. До следующего года. Выберем сейчас денечек какой-нибудь хороший. Все равно не каждый же день морозы будут. Отмоем ее хорошо и в стойло на зимовку, в наш ангарчик. Ну и все на этом. Спасибо большое всем, кто смотрел. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Ставьте лайочки, дизлайочки. Кому понравилось, не понравилась наша рыбалка сегодняшняя. Ну и все. Всем всего доброго. До новых встреч где-нибудь на природе. Сейчас погода, если испортится, так скорее всего, может быть, и на охоту съездим. Еще уточек погоняем. Может, удастся добыть штук несколько. А если вдруг повезет, так и хорошо добудем. Ну ладно, это совершенно другая история будет. Ладно, всем всего доброго и до новых встреч. Ни хвоста, ни чешуи всем. Пока с вами говорил заключительное слово, у рыбки хвосты реально начали замерзать. Вон, гляньте. Мороз реально давит.